Обязательно досматривайте это видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. 500-й подписчик получит от нас 500 рублей. А сегодня у нас дюймовочка. По традиции мы не будем ее пересказывать, вы сами ее прочитайте, если захотите. У нас только самое главное. Что ж, начнем исследование наше. Что будем исследовать? Ну, во-первых, мы имеем женщину, которая хотела дочь, Мгм. и она не могла ее родить по Мгм. каким-то причинам. И волшебница подсказала, как. Только у меня такой сразу к тебе вопрос. А почему она маленькая такая? Это есть в этом какой-то смысл? Конечно. Символика какая-то? Да. Ну как ты думаешь, почему маленькая? Недопитанная, она не выращенная. Не выращенная, ну только зарождающаяся. И она там зарождается из цветка, по-моему. Да, Там из цветка. зернышко, и зернышко это прорастает, Солнце только раскрывается. только раскрывается, и появляется дюймовочка. То есть, если посмотреть этот процесс, то женское начинает прорастать из цветущего начала, из цветка. И, кстати, в символдраме есть такой мотив цветок. То есть Мгм. проявление себя как личности, рассматривание себя. О, как интересно. Да. Очень много символов в сказках и в различных психологических практиках перекликаются. И тут смотри, какая история-то с ней приключилась. Она-то родилась, желанный ребенок, но почему-то она ночует. Ну, смотри, какой здесь важный аспект. Мужского-то нету. Да, где мужское? И оно там такое Потерялось. достаточно... Оно проявляется. Но какое оно проявляется? В виде животных. В виде животных. То есть какие-то животные инстинкты. Мгм. И даже насекомые. Насекомые, ну, то есть еще такое Еще ниже, по-моему. зарождающееся, только зарождающие инстинктивные части, да. То есть мало того, что дюймовочка сама только родилась, Да. напитываться вздумала себе. Мгм. Но у меня вопрос. Почему Могу не она знать. ночевала в доме с разбитым окном, через который похитила ее жаба? Если ребенок желанный, обычно детям дают самое лучшее, а тут ей комнату с разбитым окном дали. Я вот думаю, есть ли тут какой-то смысл? Ну, во всем есть смысл, да. Для чего разбивается окно? Тут же, смотри, вот когда есть окно, то что есть? Деление, то есть Граница. границы, да. Да, то есть есть граница между внутренним миром И и внешним. внешним миром. Да, а здесь И она стерта, граница. границы нету, да. То есть, когда границы нету, то из внутреннего мира можно проявляться во внешний. Ну поэтому, наверное, есть такое выражение, что человек закрепощенный, то есть слишком много границ, Мгм. через которые он не пробьется. Ну, защита. Тут уже больше защиты. Мгм. И вот из этого мира, с внешнего, Мгм. ее крадет жаба. Почему-то ее все хотят выдать замуж за своего родливого сына. Соединиться, ну, то есть, чтобы был союз. Мужского, женского, опять же, Мгм. чтобы дух стал духом, укрепился. Ну, здесь, да. Здесь просто это еще такие подростковые детские части, еще нету силы духа, да, еще вот это вот примеривание женихов на себя, примеривание, насколько я могу с ними быть. Мгм. Ну, то есть сначала жаба. Жаба что означает? Означает, что она где-то там в воде, в стоячей воде. Это же бессознательно что-то такое застойное. Ну, и это и застойное, и бессознательное, и то, что жаба, да, она же вот жадность с ней ассоциируется. Ну да. То есть нужно пройти мужскую жадность, мужскую скупость. Нужно научиться ее различать. А Мгм. очень часто попадают в отношения, где мужская скупость проявляется. То есть если это если ты с этой частью не знаком, ты все равно будешь на это попадаться. И будешь попадаться, пока не узнаешь ее. Пока ты не начнешь распознавать. То есть распознавать жадность от экономичности, например, да? Да. И обратно отделять одно от другого, в общем. Мгм. Как интересно. А можно ли сказать, вот глядя на эту сказку, что сама дюймовочка инициировала все эти приключения? Мне кажется, есть какой-то такой смысл. Ну, если женское растет, ему нужно же познавать мужское, конечно, да. То есть любому женскому нужно познавать мужское, Мгм. любому мужскому стоит познать женское. То есть соединиться со своей теневой частью. То есть, в принципе, это точка роста ее была. Ну, она же добралась до эльфа. Ну, конечно, да. Соответственно, да, это ее точка роста. Значит, история успеха. В том числе. История жизни. Иногда же много браков заключается, да, сначала с одним, потом с другим, потом с третьим, только где-то в каком-то моменте
находишь того единственного. Но и бывает, да, И, по-разному. и встречаться ты можешь с одним, ты же, ну, как бы встречаешься с одним человеком, с другим, с третьим, и только потом Смотришь, что приходишь, ближе, да? приходишь к своему единственному. Ну, Мгм. по-разному тоже бывает в этом месте. Кто-то с самого начала встречает одного и проживает с ним. Ну да, то как казино, сразу джекпот, либо пробуй, пробуй, пробуй. Ну, опять-таки, зависит от того, что закладывалось родителями, какие структуры закладывались родителями. То есть какие убеждения были, да, все Ну, эти. какой опыт был в семейной системе. Вот в этой семейной системе не было плодоносящего опыта, нету мужской фигуры. И тем самым дюймовочка с самых низов пошла познавать Мгм. мужское, то есть Да, начиная с самой да, теневой жабы. да, да, да. То есть ей Мгм. где-то нужно будет набираться этого опыта. Но сюжет так разворачивается, что она на листочке где-то там существует в этом болоте, на листочке лилии, по-моему. То есть не рядом с своей даже частью будущей мужем этим, сыном Ну, жабы. а в таком случае, если у тебя такая тонкая, детская, наивная душа, ты не сможешь сосуществовать с таким вместе. Ты все равно будешь находиться где-то в своем пространстве, в пространстве цветка. То есть такой окруженный мирок какой-то такой, Ну, может, даже воображаемый, да? как в таких парах существует? Женщина обычно фантазирует на то, что у меня все хорошо, у меня все в порядке. Он Да, справится, например, да? опираясь на какую-то свою внутреннюю часть, да. Ну, то есть стараются не видеть этого, не замечать. А в таких моментах лучше это сразу признавать, что это есть, и как бы работать с этим. Ну, по логике, Но вообще-то, да, не тянуть. не тянуть. Ну, вообще с любой частью хорошо бы признавать и работать. В результате поняла, что это не ее. Ну, что жаба не ее. Смотри, а рыбы, получается, тоже... Ну, рыба — это женская часть. Женская, Почему понял? Нет? женская? Ну, рыба — это же бессознательный аспект, это самость, это соединение с чем-то своим таким духовным, душевным. Мгм. То есть в моменты кризиса душевное пришло на помощь, в общем. Да. Ну, золотая рыбка тоже Мгм. в моменты кризиса проявилась. Я вот всегда думал, что рыба — это женское что-то, которое плавает в Но море там. карп, если это женская рыба, Нет, конечно. но оно разное. Просто рыба является символом глубины и чего-то такого скрытого в бессознательном. И она достучалась до него, получается. Но она вошла с ним в контакт. И поэтому ей удалось переместиться. Она Мгм. входит в контакт со своей такой глубокой глубинной частью самости. И она ей помогает, отрезает это. Да. Отгрызают они это листок, и, в общем, она уплывает Мгм. Дальше приплывает. к берегу куда-то. Ну, неважно, куда она Ну да. приплывает, но следующая ее история с кем? Следующее с насекомым. Маски жук. Жуком. Жук. Жуком. Что это за часть такая? Прежде всего мужская и еще более молодая, так сказать. Если по уровню смотреть, жаба чуть повыше, чем жук в развитии. Ну, здесь, если посмотреть, он все-таки жаба приземленнее, а здесь уже более, Более духовная. ну, как бы можно назвать более духовной, Мечтающая, да, какая-то. но повыше, да, такая вот где-то летающая. Мгм. Летающая, самовлюбленная, такая вот думающая, очередной раз думающая о себе. Нарциссическое что-то. Мгм. И, кстати, ты права, потому что в ходе сказки, вот и в ходе этого эпизода, так как его начали критиковать и его коллеги за ее внешний вид, он от Мгм. нее отказывается. Ну, с ней тоже нужно быть знакомым. Получается, в течение жизни должны все свои части познать, увидеть и соединить. И быть счастливым. И быть счастливым при этом. Ну, соединить Мгм. счастье. Признать их, увидеть. Да, когда ты их признаешь, видишь, и все. Тебе не нужно, когда ты внутри себя признаешь все эти части, тебе не нужно будет сталкиваться с ними во внешнем мире. То есть, То когда есть, они уже проявляются сильно, да? да, когда ты работаешь со сказками, да, когда ты переживаешь эти образы, переживаешь, рисуешь, ты с ними сталкиваешься, уже тебе не надо Мгм. проходить этот опыт во внешнем мире. Она, в общем, встречается с мышью, приземленная часть. Мышь-медиатор, она не Как то чтобы... трикстер. Да, здесь появляется разворот. Здесь начинается уже разворот в другую сторону. Но при этом она встречается с кротом Который еще более на глубине где-то там, под землей. под землей, ну, конечно. Ну, в материнских просторах находится. То есть, по сути, она сталкивается с тем материнским опытом, Которую она еще не имела, по-моему. который она еще не имела, да. То есть это вот где-то в материнском. Крот — это тот, кто не видит. Но зато она чувствует, да, на кончиках лап.
куда он идет. Но он чувствует, но он не видит ее. То есть он ее не видит. Это когда в отношениях тебя не замечают, тебя нет. Мгм. Как жить с кротом, да. Да, а тоже частая история. То есть не замечают потребности, не замечают, ну, вообще Изменений каких-то. изменений. Ну, как есть же эти, как там анекдоты, я брови побрила, да, надела противогаз. Ну, то есть это же из реальной жизни берется вся вот эта история. Там или маску сделал, да ладно, и не заметил. Ну, фольклор обычно, да, на реальных историях рождается. И если там, допустим, спросить мужчину, да, какого цвета глаза у твоей жены, ну, не каждый ответит. К сожалению. Задать тебе такой вопрос. Я думаю, ты знаешь. Я знаю, конечно. Вот. Спровоцировать тебя. Ну, как хочешь. Я открыт ко всему. Ну так вот, не видит, да, это тоже принятие происходит. Невидящие потребности вообще ничего не видят. Ну, с таким тоже стоит столкнуться для того, чтобы пройти эту историю. Ну и как минимум, наверное, понять, что это не твое, это точно. Ну, конечно. Но при этом здесь появляется ласточка. Да, я как раз хотел спросить, это вот как раз идет проявление материнского у дюймовочки, да? То, что она ее кормит, ухаживает, воспитывает, Она ну, чуть-чуть начинает помогает. о ней заботиться. Да, заботится. Но кто же такая ласточка? Это существо, которое летает выше всех. И выше, и соединяет и землю, и И небо. землю, небо, да. Да. И это птица, и это женского рода. Да, то есть что-то такое в женском начинает оживать. Вот То, эта что было раньше, чистота, почти умерло, как будто да, бы, да? духовная чистота. И только тогда она после соединения с ней может уже перейти в другой мир, да, в мир Мгм. цветов. А можем ли мы здесь сказать в этой сказке, что все эти герои — это, опять же, все части одного человека? Ну, конечно. Ну, я за то, что в каждой сказке все герои это про личность, про психические процессы внутри личности происходящие. То есть, конечно, можно интерпретировать там с внешней стороны, но можно интерпретировать и с внутренней. Вот я за внутреннюю подачу. Потому что когда иной раз рассматриваешь ту или иную сказку, ну там прям разложено то, что происходит в психике, или что нужно сделать для того, чтобы выйти из той или иной ситуации. Это красиво всегда раскрывается. Ты знаешь, хочется сказать, за столетия ничего не поменялось. Это точно. Ну, то есть это механизмы, описанные столетиями, веками, там еще что-то. Они вот такие, они так работают. Хоть мы и живем в современном мире, но Ну, все реакции одинаковые. ум-то развивается, разум развивается. Ну, по-своему развивается, конечно, но реакции-то остаются прежние практически. Практически в неизменном виде. Ну, страх, как он был, так он остается. Просто вот от этого страха вырасти в человечность, конечно, нужно постараться. Работу проделать такую неслабую. Да. И здесь она растет, да, переходя из одного в другое, она растет, наконец-то стыковывается с эльфом, то есть состыковывается с ее положением, да, то есть На ее вот уровень. на ее уровне, да. И смотри, она же никого не отвергает по дороге. То есть она не Нет. говорит, что нет, ты урод, это точно не для тебя. Нет, ну, соответственно, она их принимает, она с ними входит в контакт, то есть собирает внутренние образы такие разные. Но очень часто отвергая какую-нибудь ту или иную часть, дальше нам приходится сталкиваться с этим в жизни. Да, смысл в том, что если в детском возрасте, да, ты не замечаешь или мать не замечает этого и продолжает с этим общаться, то в взрослой, женщине рано или поздно с этим придется сталкиваться. И либо она это признает, да, либо она это не признает. И тогда приходится, если не признает, то приходится с этим жить. Мгм. И это тоже, опять-таки, история достаточно частая. И звучит даже печально. Ну, конечно, печально, потому что, да, это же не то, ну, это проявляется и финансово, да, если отец не обеспечивал, женщина будет искать необеспеченных мужчин. Мужчину, который не обеспечивает. И добирать это признание, что мужчина имеет право не обеспечить. Ну, то есть там такие сильные процессы, которые нужно допризнавать. Доращивать, как говорится. Доращивать, да. Увидеть их. Ты же не можешь признать. Если ты этого не видишь, ты признать не можешь. Вот в чем. А увидев, можешь не подковырка. признать. А увидев, можешь не признать. И когда происходит соприкосновение с глубиной сказки, ты с этим сталкиваешься. То есть в твоем внутреннем мире начинает проживаться этот опыт. И опять-таки не нужно его получать во внешнем. Поэтому люди, читающие литературу, читающие сказки, читающие какие-то жизненные смысловые сценарные вещи, они
менее, более высокого уровня материального, финансового, Духовного. духовного, да, нежели сценарный веер шире, нежели люди, которые только на себе заострены. А тут Поэтому, очень важно тогда вывод первый. Очень важно определять окружение свое. конечно. Так посмотри всех гуру. Тебе первое, что скажут, понаблюдать за своим окружением, Кто там именно, да, в нем. кто в нем. И тогда вы поймете, что у вас нужно менять. И очень часто происходит, когда человек переходит с одного уровня на другой, А окружение отваливается. окружение отваливается. Тут как в сказке прямо. Да, Либо читаешь сказку, либо внимательно смотришь за собой. да. Что не нравится, что нравится. Попадаешь в такую историю с одиночеством, с глубоким, глубинным. Который тоже надо принять. Ну, конечно, это трансформационный процесс. Очистка такая. Я это воспринимаю как полная очистка Да, пространства. да, ты его проходишь, и дальше опять следующий уровень. Следующий, более интересный уровень. Да. Это опыт. Мгм. И в сказке тоже получается куча много видишь, опыта. каждый раз новое окружение, новое движение. Да. И только в конце уже вот это вот. Опять-таки здесь происходит поднятие на высоту, на цветок. То есть уже становится такая некая опорность. И соединяясь вот с этим эльфом, он ей подарил крылья. Она Да. полностью теперь свободна в перемещении. Свободу получает. Свободу получает. То есть брак это не всегда, как вот у первого воспринимается, Так брак это, союз, что, да, это, давай. что это именно что-то ограничивающее. Вот самые крепкие браки, самые крепкие союзы, это свободные союзы. То есть это, давай поясним, что это именно значит. Это Когда, как я это понимаю? Я это понимаю так, что люди не ограничивают друг друга тем, что ему делать, с кем общаться, куда идти, чем заниматься, и как именно ходить, и что именно делать. То есть вот это не ограничение, нет таких ограничений. не ограничают своими страстями, своими убеждениями, И своими страхами. страхами, да. То есть, все ограничения происходят из-за чего? Из-за страхов. Угу. Ну, А потом, как снежный ком, наворачивается все это конечно. в какую-то логическую цепочку. Мгм. И пока, опять же, вернемся, пока человек это не пройдет, ничего не изменится. Нет, самые крепкие союзы основаны на свободе. То есть это когда люди стоят рядом, а не кто-то спереди. Это снова про я могу быть собой, и я могу быть с другими. То есть, когда я могу быть собой и с другими одновременно, вот это уже про целостность. Когда я спокойно могу выражать свое мнение, да, когда мне все равно до того, что там пишут. Когда я могу увидеть боль другого, но понимать о том, что это его боль, она не равняется моей болью. Угу. Когда я спокойно, легко могу говорить о своих чувствах и не раниться об другого человека. И другой человек, будучи свободным, не ранится об твои чувства, когда ты Конечно, не он может говоришь. их принимать и понимать то, что это твои чувства. Или что-то подсказать, если что-то надо, да? Да. С таких отношений очень тяжело уйти. Только по одной простой причине. Попробуй ты найти такого второго. Ну да. Смысл кого-то, искать кого-то. Когда тут тебе все как бы и принимают, и рады, и все. И ничем не ограничивают. На одной волне. На одного? Вот, да, ты класс сказал, на одной волне. Вы можете заниматься чем угодно. Абсолютно будут разные. Могут быть абсолютно разные, да, увлечения, знания. Допустим, она поет, а ты конструктор собираешь. Без разницы Мгм. что. Но при этом вы вместе, И на одной волне. на одной волне. Это очень круто. Мгм. Поэтому, дорогие зрители, да, и я, и все мы желаем вам, все же, да, желаем вам быть всегда на одной волне с своим близким человеком. Это просто счастье в эти моменты, да, что Мгм. такое счастье? Это, реально, это материальные вещи, это, конечно, тоже классно. Но когда ты с человеком душа в душу, да, вот это вот счастье. Когда не мешают твоему развитию, наоборот, поддерживают, дают поле для деятельности. И еще кайфово домой возвращаться. Конечно, ты спешишь домой. В этом Да. случае ты спешишь домой. Тебе хочется быть дома. И как раз напитываешься дома, чтобы потом дальше пойти. Конечно, конечно, Вот это прям крутой баланс. конечно. Да, и на этой позитивной ноте мы с вами разобрали всю сказку. Да. Видишь, для этого это тоже путь. Это тоже путь, который нужно проходить. А не отсиживаться. Нет. Ждать, когда там тебя кто-то С кем-то найдет, познакомит, с да. кем-то познакомит, да, это
быть в неком пространстве, в некой утробе, а действительно проходить путь, искать, отказываться, понимать, что ты хочешь. То есть почему там люди не сходятся друг с другом? Да просто я сам себя не знаю, я сам себя не понимаю. Я сам не знаю, что я Мгм. хочу. Это, знаешь, мы с тобой сейчас в перерыве обсуждали фильм «Красотка», а есть еще какой-то фильм, тоже с этой... Там эпизод такой. Вот с каждым партнером она ест ту яичницу, которая нравится ее партнеру. И в какой-то момент она сидит в кафе и пробует разные сорта яичницы, скажем Мгм. так. Говорит, а я выбираю себе то, что, пытаюсь Подбирает. понять, что мне нравится, да. То есть для того, чтобы я мог быть нормально в контакте с другим, я должен познать себя. Если я сам не знаю, что я хочу, откуда знает другой, что ты хочешь? И ты даже не подскажешь другому, куда ему двигаться. Потому что ты сам себя не знаешь. А зачем, что подсказывать? Каждый идет своим путем. Несмотря на то, что вы можете быть в союзе, каждый идет своим путем. Иначе получается так, как дюймовочка, который сидит на листочке, только привязанном к дну. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки обязательно. Да. И делитесь этим видео со всеми, кто вам дорог.